Если же ты не можешь трудиться во имя меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Комментарий Шрила Прабхупады. Иногда бывает, что люди не могут даже выразить свое сочувствие и поддержку проповеднической деятельности в сознании Кришны по социальным, семейным, религиозным или каким-то другим соображениям. Тот, кто решится посвятить себя деятельности в сознании Кришны, может встретить сопротивление со стороны членов своей семьи и много других трудностей. Такому человеку Кришна рекомендует отдавать заработанные средства на какое-нибудь доброе дело. Правила, регламентирующие подобную деятельность, изложены в Ведах, где приводятся описания многочисленных жертвоприношений и различных видов пуньи или особой деятельности, на которую можно потратить заработанные средства. Это поможет человеку постепенно обрести знания. Когда человек, не проявляющий интереса к деятельности в сознании Кришны, дает пожертвования больницам или каким-то благотворительным заведениям, он тем самым отказывается от результатов своего труда, доставшихся ему ценой немалых усилий. И здесь Кришна советует людям делать это, ибо, отдавая плоды своего труда, человек постепенно очистит ум, что поможет ему когда-нибудь понять сознание Кришны. Разумеется, сознание Кришны никак не зависит от других форм духовной практики, поскольку метод сознания Кришны сам по себе является могучим средством очищения ума. Но если человек по тем или иным причинам не может сразу приступить к практике сознания Кришны, то он должен, по крайней мере, стараться жертвовать результаты своего труда. Для этого можно помогать ближним, трудиться на благо государства, общества, своего народа и страны. И в будущем это поможет нам достичь уровня чистого преданного служения Верховному Господу. В Бхагавад-гите 18.46 сказано: «Ятах правриттир бутанам». Если человек жертвует чем-то ради высшей цели, то даже не зная, что это цель Кришна, благодаря своей жертвенности, он в конце концов поймет, что высшей целью всех устремлений является Кришна. Ataitad apyashaktosi kartum madhyugamashrita sarva karma phalatyagam tata kuru yatatmavan. Lord Krishna said, if, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. Господь Кришна сказал: если же ты не можешь трудиться во имя меня, тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. So, in this chapter, in the beginning of this chapter, Arjuna asked Krishna, who is better situated, one who is engaged in your devotional service, or one who is meditating on the impersonal aspect of the Supreme, or Brahman? В начале этой главы Арджуна задает Кришне вопрос: кто лучше расположен? Тот, кто поклоняется тебе, или тот, кто медитирует на безличный аспект абсолютной истины? And Krishna says that to make progress in meditation upon a Brahman is a very difficult path. И Кришна отвечает, что медитация на имперсональный Брахман – это очень сложный путь. It may take many lifetimes to progress spiritually. Который может занять много жизней для того, чтобы прогрессировать духовно по нему. But he says through the process of devotional service, one can quickly make advancement. Но он говорит, что следовать по пути преданного служения позволит человеку быстро прогрессировать. So then he says that for one who is completely absorbed in devotional service to him, for such a person he is the swift deliverer from the ocean of birth and death. И он говорит, что для того, кто идет этим путем преданного служения,
Кришна является быстрым освободителем, быстро освобождает его из океана рождений и смертей. For one who is completely absorbed, Для того, кто полностью поглощен преданным служением. who is basically spontaneously absorbed in Krishna consciousness. То есть кто фактически спонтанно полностью погружен в сознание Кришны. So that, of course, is a very advanced level of Krishna consciousness. Конечно, это очень высокий уровень сознания Кришны, Not so easy to attain, которого не так-то просто достичь, unless a person has in a previous lifetimes practiced Krishna consciousness. если человек не практиковал в прошлых жизнях преданное служение. But if someone was practicing Krishna consciousness previously, in previous lifetimes, then most likely he will get birth in a devotee family in this lifetime. Но в этой жизни тот, кто практиковал преданное служение в прошлых жизнях, скорее всего, рождается в семьях преданных. So such type of personalities, they may spontaneously or quickly absorb themselves in Krishna consciousness. Такие люди спонтанно или быстро вовлекаются в деятельность сознания Кришны. Отключите там микрофоны, пожалуйста. Находка и Благовещенска. Hare Krishna. Hare Krishna. В находке Благовещенска. Hare Krishna. Prabhupada himself, for example, he says that I was born in a devotee family. My spiritual master also was born in a devotee family. Сам Прабхупада являлся этому примером. Он говорил, что я сам был рожден в семье преданных, и мой духовный учитель тоже был рожден в семье преданных. His spiritual master was the son of Bhaktivinoda Thakur. Его духовным учителем был сын Шривы Бхактивинода Thakura. So he was trained from very beginning in Krishna consciousness. И с самого начала он был воспитан в сознании Кришны. In fact, he is considered Raya Vishnu. И в действительности его считали лучом Вишну. Bhaktivinoda Thakur prayed to the Lord to send, a special liberated soul as his son. Бхактивинода Thakura молился Кришне о том, чтобы он послал ему особую душу, освобожденную душу, to help in his preaching activities. чтобы помочь ему в его проповеднической деятельности. So we see Bhaktisiddhanta Saraswati, right from birth he was a very exceptional personality. И мы видим, что Бхактисиданта Сарасвати, его сын, с самого рождения был исключительной личностью. When he was just a child, the Rath Yatra cart, he was born in Puri, so the Rath Yatra cart stopped in front of his house. Когда он был еще младенцем, он родился в Джаганатхапуре, колесница Радхаятры остановилась напротив дома Бхактивинода Thakura, его отца. And his mother brought him out and placed him in front of Lord Jagannath in the chariot. И его мать вынесла его и поднесла к этой колеснице Господу Джаганатхе. And the garland fell from Lord Jagannath around the child. И в этот же миг с Господа Джаганатхи упала гирлянда прямо на этого ребенка. Signifying he was a very special personality. Тем самым указывая на то, что это очень особая личность. When he was very young, his father had purchased some mangoes to offer to Krishna. Когда он был очень маленьким еще, его отец купил манго, чтобы предложить Кришне. And the child took one mango and began to eat. И этот ребенок, Бхактисиданта Сарасвати, взял одно манго и стал его кушать. But Bhaktivinoda Thakur chastised him. I bought these mangoes to offer to the deities. И Бхактивинода Thakura, его отец, отругал его, он сказал, я купил эти манго, чтобы предложить Господу. And the child was very sorry and took vow throughout his life he'll never eat mango. И ребенок очень сожалел об этом и принял обет всю свою жизнь оставшуюся никогда не есть Mango, he would say, I am an offender, I cannot take. И когда кто-либо предлагал ему манго,
Он говорил: я великий оскорбитель, я не могу принять мангу. The mango, of course, is very sweet, very delicious fruit, especially in Bengal and India. А манго, как известно, очень сладкий, очень вкусный плод, особенно вот в Бенгалии. So difficult to avoid in Bengal eating mangoes. В Бенгалии очень сложно избежать вкушения манго. But still, he was so determined, such a great devotee. Но тем не менее он был настолько решителен, такой он был великий преданный. Throughout his life, he never took. И всю свою жизнь он не принимал манго. So, and when he was just, I think, 6 or 7 years old, he could remember all Bhagavad Gita by heart. А когда ему было лет 6 или 7, он всю Бхагавад-гиту знал наизусть. So, he had very exceptional spiritual powers. Исключительная духовная сила. And our Srila Prabhupada also, of course, as you mentioned, he was born in devotee family. His father taught him to worship the deities, play mridanga, sing the holy names at a very, very early age. И отец Шрилы Прабхупады тоже с самого детства его учил играть на мриданге, поклоняться божествам и воспевать святое имя. He built a small Rathayatra cart so Prabhupada could perform Rathayatra along with his childhood friends. Отец построил маленькому Прабхупаде колесницу Радхаятры, и они вместе с детьми, со своими друзьями Прабхупада проводил этот праздник Радхаятры. So such great personalities we see there on that level of spontaneous attraction to Krishna. Вот это примеры великих личностей, находящихся на уровне спонтанной привязанности к Кришне. But most of us, we are not born into that position. Но большинство из нас не были рождены в таком положении. So therefore Krishna says, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. Поэтому Кришна говорит, что если ты не в состоянии держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. So that's a gradual process, of course, but it's a very effective process. Этот процесс, естественно, постепенным является и, тем не менее, очень эффективным. Thoughts and words and deeds in Krishna's service according to the guidelines of scriptures and the acharyas. Он главным образом предполагает занятие своих мыслей, речей и действий в служении Кришне в соответствии с предписаниями шастр, писаний и духовного учителя. Just like in ISKCON, initiated devotees, they are following, not only initiated devotees, but most of the devotees are following regular principles of Bhakti Yoga. Вот, например, в Исконе все преданные, и инициированные, и неинициированные, они следуют вот этим регулирующим принципам бхакти-йоги. That doesn't, the regular principles, as mentioned here, doesn't just mean avoiding, 4 kinds of sinful activities. Эти регулирующие принципы, о которых здесь говорится, не означают только избегание 4 греховных действий. But as Prabhupada says here in the purport, to practice the regular principles of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. One should rise early in the morning, take bath, enter the temple, offer prayers and chant Hare Krishna, collect flowers, offer to the deity, cook foodstuffs to offer to the deity, take prasadam, and so on. Об этих принципах Прабхупада говорит в комментарии. Чтобы практиковать бхакти-йогу с ее правилами и предписаниями, нужно под руководством опытного духовного учителя следовать определенным принципам. Вставать рано утром, совершать омовение, приходить в храм, возносить Господу молитвы, повторять мантру Харе Кришна, собирать цветы и подносить их божеству, готовить для божества вкусные блюда, принимать прасад и так далее. So that is called Vaidhi Sadhana Bhakti. Это называется Вайди Садхана Бхакти. Vidhi means rules. Видхи означает правила. So Vaidhi is
following the rules, practicing devotional service according to such rules. И вайди означает следование вот этим витхи, правилам. Whereas what we previously discussed is spontaneous attraction to Krishna, that is Raganuga sadhana bhakti, it is spontaneous attraction. А до этого мы говорили о спонтанной привязанности к Кришне, что называется Рагануга садхана бхакти. So there are therefore two levels of practice of devotional service. Таким образом, есть два уровня практики преданного служения. That are discussed here. Это было уже описано. In other places there are more detailed analysis. В других местах есть более детальный анализ. For example, Kapila Dev, he discusses devotional service performed in ignorance, devotional service performed in passion, devotional service performed in goodness. Например, Господь Капила Дев Шримад Бхагаватам описывает преданное служение в гуне благости, в гуне невежества и в гуне страсти. So devotional service may be performed under various kinds of conditions. То есть преданное служение может совершаться в каких-то в состоянии какой-то обусловленности. But the more pure a person is, the more strictly he follows the various guidelines of the scriptures, the more rapidly he will make progress. Но чем чище человек, чем строже он следует различным правилам, предписаниям священных писаний, тем быстрее он продвигается. But then there are also many persons who cannot even follow the rules of Bhakti Yoga. Но также есть много людей, которым очень трудно следовать правилам бхакти-йоги. So in the 10th verse here, Krishna says, if you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. И поэтому в 10 стихе Кришна говорит, что если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. This is called karma yoga. Это называется карма-йога. Yoga means to link with the Supreme, and karma means by performing fruitive activities. Йога означает связь с Верховным, а карма означает плодотворная деятельность. But if one works for Krishna, then his consciousness will be purified quickly. Но если человек работает для Кришны, то тогда его сознание быстро очищается. And so he can gradually begin to follow the various regulations of Bhakti Yoga. И тогда человек может начать следовать принципам и правилам бхакти-йоги. Of course, there are different levels of karma yoga. Конечно, есть разные уровни карма-йоги. Nishkama karma yoga means that he has very little personal desire. He's not on the level of Bhakti Yoga, but at the same time, he doesn't have personal desire. He wants to work for Krishna and please Krishna somehow by his activities. Нишкама карма-йога, у него есть какие-то еще желания, но тем не менее он тоже хочет служить Кришне и как-то его удовлетворять. Even though he's not able to follow the regulation of Bhakti Даже если Yoga. он еще не способен следовать правилам предписаниям бхакти-йоги. But if he works in that way, he will develop the desire to follow the Bhakti Yoga process. И если он так будет продолжать работать, то он разовьет в себе желание следовать принципам бхакти-йоги. Krishna says, because by working for me, you will come to the perfect stage. Кришна говорит здесь, что работа для меня, ты достигнешь совершенства. But then again, there are other kinds of karma yoga, which could be termed as sakama karma yoga with more material desires. Но еще есть другая карма-йога, ее называют сакама карма-йога, когда туда вовлечено еще больше материальных желаний. So a person is working more for his own pleasure and enjoyment. Когда человек работает главным образом для своего собственного наслаждения. But still he knows that by offering something to Krishna, he'll get benefit. И тем не менее знает при этом, что что-то, если он будет предлагать Кришне, он получит благо. Especially in India
or among Indian congregation, we'll often see people coming to the temple and just offering some fruits or offering some grains or some donation. Особенно в Индии это хорошо видно. Люди там охотно, вот, прихожане из индийской общины, они приносят что-то Кришне постоянно, какие-то фрукты, пожертвования или зерна. They know they'll get some benefit by doing that. Они знают, что они получат благо от этого. Sometimes they may be more interested in the benefit that they get. Иногда они вот этим благом именно и заинтересованы. Or otherwise they may have some genuine desire to help the temple or do some service, but it's only a small part of their life. Но иногда они искренне прям хотят помочь в проповеди, помочь деятельности храма, но тем не менее это лишь малая часть их жизни, вот такие действия. But still it is karma yoga and they get some benefit. И все равно, но тем не менее это карма-йога, и они, естественно, получают благо от этого. And here in this text that we are reading today, now the Prabhupada has discussed in the purport that person, due to various reasons, may not be able to participate in the activities of Krishna consciousness. И в комментарии к сегодняшнему стиху Прабхупада говорит, что иногда человек не может посвятить себя деятельности в сознании Кришны. Due to some family or social considerations, Из-за семейных или социальных каких-то or religious, моментов, his или религиозных. community or family may be strict followers of some other Может быть, religion. та вот коммуна или какие-то члены семьи, они следуют другой традиции. But Prabhupada is saying that if he just does some social work, welfare work to help others, this will be purifying. И Прабхупада тогда говорит, что если они будут действовать ради социальных каких-то благ, то помогая другим, то это поможет им очиститься. So in this way, gradually he can progress and he can get into a situation where he can more seriously practice karma yoga or eventually bhakti yoga. И таким образом человек может достичь того уровня, когда он уже сможет следовать принципам карма-йоги и в конечном итоге принципам бхакти-йоги как таковой. So in this way, Krishna is giving opportunity for everyone to take to spiritual life on some level or another. Таким образом, Кришна дает возможность каждому принять на том или ином уровне участие в духовной жизни. But as much as possible, one should try to offer the fruits of his activities to Krishna. И насколько можно больше человек должен стараться посвящать плоды своей деятельности Кришне. He will not be the loser. И он никогда не будет при этом проигравшим. Krishna will reciprocate with him. Ибо Кришна будет взаимодействовать с этими его чувствами. As Krishna says, to those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they come to me. Ибо Кришна говорит, что тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, благодаря которому они могут прийти ко мне. All of them, he says, as they surrender to me, I reward them accordingly. И как человек предается мне, так я ему и отвечаю. So Krishna is a person. He is the supreme person, but he's a person. Ибо Кришна верховная, но личность. And we are also persons. Мы также личности. So Bhakti Yoga means there is personal relationship with Krishna, between the devotee and Krishna. Бхакти-йога означает личные отношения между преданными и Кришной. The devotee is serving Krishna and Krishna reciprocates in different ways. Преданные служат Кришне, и Кришна им отвечает различными способами. And this gives devotee more inspiration to serve Krishna. И это позволяет человеку получить еще больше вдохновения на служение And Krishna reciprocates even more. А Кришна опять еще больше ему отвечает. In this way, the personal relationship between Krishna and his devotees is increasing. Таким образом, личностные отношения между Кришной и его преданным увеличиваются, углубляются. So in this way, the devotee feels
himself dependent on Krishna and feels that Krishna is his protector. Таким образом, преданный чувствует свою зависимость от Кришны и также чувствует, что Кришна является его защитником. These are two of the principles of surrender mentioned by Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Это два принципа предания, о которых говорит Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху. So Krishna is trying to encourage everyone to take the spiritual life at some level or another. Таким образом, Кришна побуждает каждого принять духовную жизнь на доступном ему уровне. But try to rise up to the level of bhakti yoga, devotional service to the Lord. И при этом, чтобы человек старался подняться до уровня преданного служения Господу. Because that is our natural, eternal position. Ибо это является нашей естественной, вечной такой позицией, положением. Jiver Sarup Hoy Nitya Krishna Das. The constitutional position of the jiva or living entity is that he's eternal servant of Krishna. Вечным положением живого существа является положение вечного слуги Кришны. But in the material world we have forgotten that eternal position. И в материальном мире мы забываем об этом вечном We are covered over by the material body, покрываясь материальным телом, material mind, материальным умом, and we are absorbed in material sense activities. будучи поглощенными материальной чувственной деятельностью. But it's a temporary position. Но это временное состояние. After some time we have to give up this body. Через какое-то время нам приходится оставлять свои тела. But we, the living entity, the spirit soul, we continue to exist. Но сами мы, живые существа, продолжаем существовать. And where we go depends on our consciousness at the time of death and our activities throughout this life. И то, куда мы отправляемся после смерти, зависит от нашей деятельности в течение жизни и от мыслей в момент смерти. So therefore, and there are many species of life also. 8,400,000 species of life. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. But the human life amongst all is considered the best for spiritual progress. И лучшей среди них является, считается человеческая форма жизни для духовного прогресса. So therefore better we try to develop Krishna consciousness as much as possible whilst in the human body. Поэтому лучше всего, пока мы находимся в этом человеческом теле, лучше всего посвятить нашу жизнь духовному развитию. Because that will prepare our consciousness to go to the spiritual world. Ибо это подготовит наше сознание к возвращению в духовный мир. As Krishna says, always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage to me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you're my very dear friend. Ибо Кришна говорит, думай обо мне, поклоняйся мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, так ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. So, Hare Krishna. Any question or comment? Какие-нибудь вопросы или дополнения? Эта деятельность, которая описана в этом стихе, разве это не материальный уровень, то есть здесь же не говорится о преданности. Я слышал, что в то же время я слышал, и Кришна говорит, приведет тебя ко мне, то есть получишь знания обо мне, но разве знание о Кришне, Бхакти, то есть его можно получить благодаря каким-то материальным заслугам? Я слышал, что это вроде как Бхакти, только от Бхакти происходит. Обо мне, знание обо мне, это на что ты ссылаешься? Ну вот этот стих же говорит, да? Единственное, нет, здесь нет такого. Ага, там было. Просто что старайся отрекаться от плодов и находить удовлетворение в себе самому. Ну, то есть человек, такой человек не придет к Бхакти, да, который занимается этим. Занимаясь вот этим уровнем, который описан в этом стихе, он не придет к Бхакти, да? Да. Вопрос. Вопрос. Это вопрос. So, could person come to level of
devotional service if he follow his statements of this verse, because this is like completely material, only donate something. There is no spiritual activity in this. Well, the verse, it could be interpreted, I think, in two different ways. Я думаю, этот стих можно двумя способами прокомментировать. Well, Prabhupada he commented in a particular way to indicate that it's more or less just mundane welfare work. Прабхупада вот комментарий объясняет это как более-менее материальную мирскую деятельность, благотворительную. Yes, but he's saying that does, even doing welfare work like that, it has a beneficial effect. It can help a person to purify himself. И он говорит, что это имеет свой определенный очищающий эффект для человека. Prabhupada says here, it's recommended because by the practice of giving up the fruits of one's activities, one is sure to purify his mind gradually, and in that purified stage of mind becomes able to understand Krishna consciousness. It's in the middle of the program. Да, вот. И здесь Кришна советует людям делать это, ибо отдавая плоды своего труда, человек постепенно очистит ум, что поможет ему когда-нибудь понять сознание Кришны. Of course, in other places, the Prabhupada, he sometimes criticizes this tendency for simply doing mundane welfare work. Конечно, иногда Прабхупада ругал вот эту тенденцию быть занятым только в мирской благотворительной деятельности. I mean, by comparison to Krishna consciousness, it is just mundane welfare work. Krishna consciousness is spiritual welfare work. Сравнивая ее с духовной деятельностью сознания Кришны, то целиком духовной. It's mundane welfare work in some places, but here he's saying mundane welfare work, it can gradually purify a person so he becomes more able to understand Krishna consciousness. То есть иногда он критикует мирскую благотворительную деятельность, но здесь он ее хвалит, говоря, что она может привести постепенно человека к пониманию сознания Кришны. It can purify him. Очистить его, и в этом очищенном состоянии он может понять сознание Кришны. So that is one way of understanding this verse. Вот это один способ понять этот стих. Another way is to understand more like those Hindus who come and just give some donation. They're engaged in fruitive activity, but they give some of the results of their work to Krishna. Другой момент это вот как на примере с индусами, которые заняты какой-то деятельностью, но часть плодов, fruitive activity. Да, какой-то деятельностью плодотворной, и часть этих плодов они отдают Кришне. So they're not in the consciousness of working for Krishna all the time. Они не находятся вот в этом сознании работы для Кришны постоянно. They're mainly in the fruitive consciousness. Наоборот, в большей степени поглощены вот плодотворной деятельностью. But at least they're ready to give some results. Но по крайней мере хоть какие-то результаты, но готовы отдать Кришне. So that's another way one could understand this Вот verse. так еще можно этот стих понять. But anyway, Prabhupada has he has written a commentary more focusing on mundane welfare work. Но так иначе Прабхупада вот главным образом фокусируется в комментарии на мирской благотворительной деятельности. But there's some benefit. В которой есть определенное благо, который. Just like mode of goodness is better than mode of passion is better than mode of ignorance. В том духе, что гуна страсти выше, чем гуна невежества, лучше, а гуна благости лучше, чем гуна страсти. Better to get into the mode of goodness because from that position it will be easier to rise to the platform of Krishna consciousness. И поэтому лучше находиться в гуне благости, ибо с этого уровня легче заниматься сознанием Кришны.
там говорилось в одном из стихов предыдущих, что тот, кто не может следовать принципам и правилам бхакти, то он должен работать для Кришны, посвящаемой деятельности, и так такой человек достигнет совершенства. О каком совершенстве идет речь? Если о высшем совершенстве, то получается, какой смысл тогда ему заниматься бхакти-йогой, если можно просто работать, трудиться для Кришны и так достичь совершенства? I would understand that perfect stage means to come to the level of practicing bhakti yoga. Я понимаю вот это совершенство как то, благодаря чему человек может прийти к практике бхакти-йоги. And if he helps the devotees, I mean, work for Krishna means he's going to associate with devotees, he's going to help the devotees. Работа для Кришны подразумевает общение с преданными. As Prabhupada saying in the purport, you know, to spread Krishna consciousness, you know, capital, Lakshmi is necessary, buildings are necessary, some organization is necessary. So, you know, some persons, they may like to help the devotees in that way. И Прабхупада говорит здесь, что для того, чтобы работать для Кришны, нужно общаться с преданными, помогая им в какой-то строительной деятельности, с деньгами, в рабочей силой, организацией какого-то труда. But you know, because he's serving the devotees, he will be purified. И поскольку человек служит преданным, он будет очищаться. And he can gradually come to the stage of practicing bhakti yoga. И постепенно придет к уровню практики бхакти-йоги. Or in some cases, you know, a person, he might not come to the stage of following the regulation, but he does so much service for the devotees, for Krishna consciousness movement, that Krishna gives some special mercy to him and takes him to the spiritual world. И бывает, что человек вот не следует особо именно принципам бхакти-йоги, но он делает столько служения для преданных, для движения, что Кришна просто забирает его в духовный мир, довольный. So perfect stage, either going back to Godhead or coming to the level of practicing serious Krishna consciousness. Поэтому и тот случай подходит в объяснение этого совершенства. Человек либо приходит к уровню практики бхакти-йоги, либо возвращается в духовный мир с этого уровня. А какие-то примеры? You know, that's up to Krishna. He can deliver a person. В конце концов, это же от Кришны зависит. Он может освободить. If somebody is very sincerely, you know, serving the devotees, even though he's not chanting, Krishna may show some special mercy to him. И если человек так искренне тяжело трудится для Кришны, даже если он не так сильно погружен в воспевание, Кришна может ему особую милость оказать. But that is more exception. Это больше, конечно, как исключение, Rather than a general principle. чем общий принцип. So I think that general principle and general understanding should be that by, you know, working for Krishna, helping the devotees, one will rise to the stage of being able to practice bhakti yoga. А общий принцип таков, что трудясь для Кришны, следуя вот этому процессу, человек очищается и становится способным практиковать бхакти-йогу. That we can understand as a perfect stage. Это можно понять уже как совершенный уровень. Я слышал, что Ачарья приводит такой пример, такую как статистику тех, кто получает особую милость. Крипа-ситхи примерно 1 на миллиард практикующих. Could be, could be. I can't say. But it's not included Prabhupada's movement. Это же не включает, они же раньше комментировали до движения Прабхупады. Это абсолютная То есть наставление Ачарья не ограничивается временем и пространством. Anyway, you know, we don't want to quarrel about this. В любом
любом случае мы не будем об этом спорить. Anyway, a person will progress if he works for Krishna. В любом случае человек будет прогрессировать, если он работает для Кришны. Неоднократно говорилось, что вот преданный возвращается. А где, кто может сказать, каков показатель того, что человек действительно тот, что о ком говорится, он вернулся к Господу? So, not once the separate person return to spiritual world, but what is a criterion? Who can say definitely that this person come back to Krishna? Who can say definitely? Yeah. Krishna can say definitely. The person himself will know definitely. То есть только Кришна, естественно, может сказать и наверняка, и сам человек, который вернулся в духовную. Others, of course, other devotees may appreciate the service and they may feel convinced that Krishna will take the person because of his, serious practice of Krishna consciousness. Другие тоже могут чувствовать вот такую твердую убежденность твердую, что Кришна забрал этого преданного к себе из-за его такого полного посвящения себя, служения. That they may be convinced of that or ascertain that because of that person's activities. Они могут чувствовать эту уверенность, наблюдая непосредственно за деятельностью такого человека. Seeing the person always absorbed in chanting and devotional service to Krishna. Видя, как этот человек постоянно был поглощен воспеванием и преданным служением Кришне. But ultimately, of course, it's up to Krishna. Но в конечном итоге, конечно, это зависит от Кришны. Yeah. Regarding Bhakti Yoga, recently we have some discussion about chanting, japa chanting, and one group of devotees said that mainly we should concentrate on the very vibration, spiritual vibration from Hare Krishna mantra, and another group of devotees said that we should, while our mind goes away from hearing, because it's very difficult, we can remember some pastime of Krishna, Lila Krishna, and so on. So, what is a proper understanding on what we should concentrate during the japa mainly? Mainly, we should concentrate on the transcendental sound vibration. Вот мы недавно обсуждали с преданными об повторении святого имени. И одни преданные говорили, что главным образом нужно во время джапы концентрироваться на звуковой вибрации святого имени. А другие преданные говорили, что поскольку ум все равно убегает, то можно, вот вместо того, чтобы он убегал на какие-то мирские темы, чтобы он убегал на игры Кришны. То есть можно думать во время джапы о играх Кришны, о его форме, качестве и так далее. И я спросил, как вот правильно понимать это. И Махарадж говорит, что главным образом нужно концентрироваться на звуковой вибрации святого имени. But the second opinion is not wrong. И второе мнение также не является неверным. If the mind is wandering away from the holy name, if you can think of some pastime of Krishna, that's. Если ум убегает, то если мы его как бы направляем на игры Кришны, то это, конечно, хорошо. But it's not that the main focus in chanting japa should be thinking of all Krishna's pastimes and not listening to the holy name. We have to listen. Но мы должны при этом все-таки слушать святое имя. Не так, что мы во время джапа даже размышляем о всех играх Кришны, которые только есть, и не слушаем святое имя. But both hearing about Krishna and remembering the pastimes of Krishna are recommended. То есть рекомендуется и то, и другое, и слушать святое имя, и стараться, и помнить о играх Кришны. If one is just focused on chanting and the sound vibration, that's perfectly all right. То есть совершенно прекрасным является, если человек просто слушает святое имя, саму вибрацию. But if he also thinks of pastimes of Krishna sometimes, но если он иногда думает и при этом еще о играх Кришны, then it's also all right.
тоже хорошо. Even if he thinks of a devotional service, it's all right. Даже если он о преданном служении думает, это тоже замечательно. There's an example of one devotee, and I think he was serving in Mumbai in a construction. А вот пример одного преданного дается, который служил на строительстве храма в Мумбаи. And he went to Prabhupada and he said, Srila Prabhupada, I think maybe I should go to Vrindavan so I can concentrate on chanting. И он подошел к Прабхупаде вот такой вот в таком подавленном состоянии и сказал: Прабхупада, мне кажется, мне лучше уехать во Вриндаван, поскольку я здесь совершенно не могу концентрироваться на воспевании. I'm always thinking about concrete and bricks and construction. Я здесь постоянно думаю вот о цементе, о кирпичах, о строительстве. And Prabhupada said, I also find the same thing. И Прабхупада сказал: я то же самое. I remember I went in Prabhupada's room once in Mumbai during the temple construction. Я помню, вот зашел в комнату Прабхупады, когда вот шел в Мумбаи, когда шло строительство храма. And Prabhupada is sitting like this, sitting like this. Вот так Прабхупада сидел. About a minute, Где-то минуту целую. He didn't even notice Он даже не заметил, что я зашел. Then he looked up, he saw me. Потом посмотрел на меня, увидел. He said, this construction, this Bombay temple is giving me so much headache. И сказал: вот этот бомбейский проект, столько головника мне, столько головника. But he said, it is all right. Но потом сказал: это нормально. It is for Krishna. Это же для Кришны. So yes, I mean, even, one may think of one's service while chanting from time to time. It's okay. То есть во время воспевания даже нормальным является, если человек временами думает о служении своем. Not to get too much in anxiety. Try to concentrate on the transcendental sound vibration as much as possible. Но не нужно сильно прямо об этом размышлять, прям приходить в беспокойство о служении. Нужно, конечно, стараться главным образом слушать саму вибрацию. And what about kirtan? Because kirtan is like more prolonged, so much space for thinking about anything. What should be our meditation during the kirtan? Because it's much more free form of chanting. Because so many, how to say, Well, space. same thing. Try to absorb into the chanting. Try to hear the chanting, meditate on the chanting. Again, same principle. The The same vibration. Yeah, same principle. I mean, this looks like very hard to concentrate on. Well, vibration. for some devotees, it's easier in kirtan than it is in japa. Я спросил то же самое, что касается киртана. То есть киртан кажется таким, более такой свободной формой воспевания, в том смысле, что больше возможностей вообще думать о чем угодно. И Махарадж говорит, что тот же самый принцип, нужно тот же принцип, либо вибрацию слушать, так же как на джапе во время киртана, либо также думать о играх и так далее, Кришна. И он говорит, что некоторым преданным наоборот легче вибрацию слушать во время киртана, чем во время джапы. What did you say? For some devotees, it's easier to hear vibration. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna.